Так, сейчас я хочу поговорить о мелочах. Как так случилось, что детали действительно важны? Яблоки растут на дереве. Яблоки можно сбивать до того, как они доберутся. Вот сейчас я яблоко уничтожил, потому что нанес ему много урона. Но если по яблоку немножечко, вот как я сейчас поэтому ударил, я его задел, оно здесь прекратило свой рост, когда упало. А яблоки добавляют вот 5% здоровья, 4% в зависимости от размера самого яблока. Так вот, я совершенно не кодил эту возможность, она получилась сама собой. Яблоки приносят здоровье в зависимости от их скейлинга. Скейлинг они свой набирают на дереве. И если с дерева их сбить заранее, до того, как они созреют, они принесут меньше здоровья. То есть я вообще не задумывал такую мысль, что надо яблокам дозреть, а то они принесут меньше здоровья. Не было никаких «а то». Просто было, что вот у них есть свой размер, они приносят в соответствии с размером здоровья, и они могут упасть, если их сбить. Вот, и вся сумма этих всех мелочей создала третью мелочь, которая уже даже какая-то интересная фича, скорее, чем мелочь. И потому, вот говорят, не надо вот уделять внимание мелочам. А ты никогда не знаешь, как косвенно эти мелочи, соединившись друг с другом, могут создать еще интересную возможность в игре, которую ты даже не задумывал. Управление mouse only. Можно управлять только мышью, если очень хочется. Правой кнопкой отправлять игрока на выбранную точку, и в момент, когда он идет к указанной точке, можно и левой кнопкой мыши корректировать его путь. И с шифтом вообще ускорить этот процесс. Это микс изометрического управления и POV. Это экспериментальный способ, но я хочу, чтобы он пока у меня побыл, потому что мне самому часто удобно играть одной мышью, если это просто чат, диалог между участниками. Потому что можно иногда просто перемещаться по комнатам для того, чтобы беседовать с игроками, и не обязательно с ними как-то иначе взаимодействовать. Чем же так важен прогрев? Когда во время игрового процесса случаются даже маленькие задержки, игрок выпадает из игрового процесса назад в эту реальность. Когда все объекты попались во время загрузки уровня, хорошо, но бывает, что некоторые объекты не находятся на карте в стартовом состоянии. И если их не загрузить с прогревом в отдельных заранее заготовленных пулах, то вызов каждого нового объекта будет останавливать игровой процесс. Поэтому так важен вармап. Раньше я выстреливал в демона, и он спавнил алмаз, и если это был первый алмаз, то это было гарантированное зависание игры в момент его появления. То же самое с появлением алмазов из сундука. Момент открытия сундука – это стабильный лаг. С прогревом всего этого нет, есть плавный процесс игры с заранее предзагруженными объектами. Умный NPC. Волк задумывался как пэт, или в какой-то момент может использоваться как enemy, если это чужой пэт. Разумные беседы – это сейчас нейронки, а лама с заранее залитым лором персонажа, что может быть проще. Но посмотрите, какие вычислительные мощности она хочет. А задача не так сложна, чтобы ей выделять 4 гигабайта на модель и еще столько же на копию модели, закастомизированную под ваши правила. Да, этот функционал чата Волка через EE-модель я оставлю как опцию. Но чтобы ответить на пару вопросов, переключаться в режимы, мне не нужна EE-модель, умеющая поддерживать беседы на любую тему. Я считаю, это неэкономное использование ресурсов.
Поэтому написан был Wolf-чат-сервис, умеющий говорить на пару-тройку тем и понимать команды «ко мне», «служить», «goodbye» You say. и пара Wolf says. рядовых вопросов. Иди ко мне. Я уже иду. You say. Wolf says. Как ты? Нормально. Ну и, конечно же, настал момент продемонстрировать сетевую версию игры. Так. Войти через телегу. Open. Вот так. И нажимаем Play. Генерацию объектов в сетевой мир. Вот, например, нам нужно вот в этот мир генерировать демонов. Берем и генерируем сюда демонов. И вот они нагенерировались у нас в этом мире. И уже стайкой за мной носятся. Сейчас мы от них избавимся. Вот так. Вводим генерировать apples. Вот. Пошли генерироваться apples. И вот они генерируются. И вот они сверху падают. Нагенеренные. И вот мы съедаем настоящий apple. Поправил здоровье. Сваливаются камни. Так. Где они? Вот они. По очереди друг за другом свалились. И очень странно, что они даже не повредились. Это неправильно. Я их там поставил друг за другом слишком близко. Пока в сетевом пространстве появилось только 2 локации, между которыми переходят игроки. Пространство записывается в верхний слой кэша Redis и периодически сохраняется в слепых состояний в базу данных. Через MQTT игровое приложение обновляет состояние игры, и таким образом мы получаем живой мир, в котором взаимодействовать друг с другом можно, и голосовой чат через WebRTC позволяет общаться игрокам, находящимся в одной комнате мира. Вот тут диван поставлю. Нужно сделать дизайн внутреннего убранства дома садовника. Тут у меня будет кухня. Выглядит будет как стены без потолка, как обычно, короче говоря. Забыл показать тебе секретный код. Короче, показываю секретный код. Подходишь к любому волку, вот, например, к вот этому. И пишешь ему: трах, тибидох, тибидох. И видишь, появляются 2 пачки патронов, в каждой по 2500 патронов. Пока. Все, видишь, разлогинился я от него. То есть каждый может быть твоим пэтом, и можешь у каждого что-то просить.